Начинаем экстренное включение с открытия охоты на косулю в Белом Лосе. Кто не знает, где это находится, это Минская область, Логойский район. Здесь постоянно проводят торжественное открытие. Вот. Конечно, я опоздал. Не то, чтобы я такой хреновый пацан. Дело в том, что я почему-то не всегда успеваю делать все вовремя. Возможно, это связано с какой-то моей психологией, но это мы опустим. Итак, так как у нас начинается весенняя охота, открытие на косулю, то мы попробуем сегодня это что-то добыть на территории Белого Лося. Хороших вам трофеев, метких выстрелов. Ну и немножко вам напомню перед началом охоты о правилах ведения охоты и охотничьего хозяйства. Сегодня охотимся согласно правилам ведения охоты и охотничьего хозяйства и указа президента Республики Беларусь. Строжайше соблюдаем все меры безопасности при обращении с оружием. Стрельбу ведете из нарезного оружия только полуоболоченными пулями. Оболочкой охота запрещена. Стрельбу ведете по цели не более 150 метров, с нарезного, с гладкого оружия не более 50 метров. Вам подъехала инспекция. В правилах ведения охоты и охотничьего хозяйства прописано: оружие вы можете не разряжать. Оружие разряжается по требованию. То есть они подошли к вам, вы можете не разряжаться. Но, опять же, мой вам совет из моей практики. Чтобы не было конфликтов с государственной инспекцией при президенте Республики Беларусь, подошли они к вам, вы разрядились, предоставили документы, согласно новых правил, они без руководителя охоты имеют проверить у вас документы. Косуля, самец взрослый, цена доступна 140 рублей. Самец трофейный 240 рублей. Имейте в виду, самец трофейный считается косуля, у которой рога выше ушей и 3 отростка. Если с одной стороны 3 отростка выше ушей, с другой 2 отростка, эта косуля не трофейная. Косуля, которая в пантах, но 3 отростка, является не трофейной. Смотрите, при добыче также есть селекционная 100 рублей. При добыче самки, вдруг вы добыли самку, перепутали, занимается, согласно правил ведения охоты и охотничьего хозяйства, занимается двойная цена. Для вашего, чтобы ваши были меньшие затраты, я стоимость косули самки взрослой установил 100 рублей. Значит, при добыче самки вы платите 200 рублей. Значит, при появлении волка, лисы, енотовидной собаки, везде в правилах четко прописано, можете добывать. Без вопросов. Значит, внимательно еще слушайте. При добыче лисы, енотовидной собаки, добыли вы, берете челюсти, отрезаете, сдаете в ветеринарную службу, приносите, ну мой совет, не одну занесли, там положили в холодильник или куда-нибудь, собрали 5 штук, занесли в ветеринарную службу, приносите мне справку, я пишу акт за каждую лису, добытую енотовидную собаку. Я думаю, в этом году будет приблизительно до 40 рублей. Выплачено за каждую добытую лису. За каждого добытого волка мы тоже цену поменяем, наверное, немножко увеличим. Будет выплачено за самку 400 рублей, за самца 300 рублей. Так что я вам советую, собирайте лисов, челюсти, сдавайте в ветеринарную службу. Вам немножко будет на расходы на бензин и на патроны. Приехал на место, у нас порядка 6 часов, думаю, посижу, поем семечек.
Ну, чё в такую жару идти, чё в такое это самое солнце идти? Напротив меня в метрах, наверное, 300 ходит косуля уже. Поэтому я, если честно, не ожидал. Я думаю, отдохну немножко, это самое, семок поклюю. Ну, знаете, потому что какого-то праздничного настроения нету. Да, я прекрасно понимаю и даже, если честно, завидую людям, которые вот едут на охоту, на открытие охоты. Для них это праздник. Но дело в том, что у меня нету такого понятия, как открытие охоты, закрытие охоты. Я охочусь постоянно круглый год. Вот. Как только заканчивается охота на что-то одно, я начинаю охотиться на другое, и оно плавно переходит постоянно с одной охоты в другую. Поэтому я не хочу сказать, что у меня есть какое-то праздничное настроение. Теперь давайте мы тихенько все-таки соберемся и пойдем добывать косулю. Ну, в 6 часов, знаете, хотелось как-то там по ночи походить, что-то потусоваться. А тут получится, вот приехал и типа 2 косули. Там 2 косули. Там 2 косули. Ну, сейчас попробую вам снять. Не знаю, получится или нет. Не знаю, видно. Ну вот, как бы в центре у нас есть 2 точки. Ну все, сейчас будем сворачиваться и пойдем охотиться. Почему не побежал за этими козами, почему не попытался рассмотреть их и добыть? Ой, все дело в том, что я уже набегался с этими бобрами, когда ты работаешь на износ. Также тетерев в этом году в последний день добыл с арбалета. Вот. И вот это напряжение от охоты, оно немного, скажем так, немного я устал от этого. Если с бобрами было понятно, надо было методом прострела добыть большое количество бобров, так как я сейчас, как уже сказал, начал заниматься трофейной охотой, а здесь мы можем только методом прострела. Вот. И хочу сказать, что за месяц я добыл 54 бобра. В среднем по охотам, я считал, у меня было 6 и 2 раза максимум по 14 за вечер. Ну а в среднем я говорю, что это было 6 бобров. Итак, по палате, в среднем по палате за месяц. По поводу сегодняшней охоты, что бы я хотел от нее получить? Я хотел бы отдохнуть, я хотел бы насладиться некой красотой, чтобы постоять, полушпендить тех же самых семочек, вот, и потом уже что-то увидеть, как-то больше посмотреть, понаблюдать за зверем. Даже пускай это будет самка, просто посмотреть, понаблюдать и попытаться кайфануть, как это делают многие люди на охоте. Также хотелось бы ответить на пару вопросов, которые мне задают. Это почему я не занимаюсь, не беру с собой людей на охоту для того, чтобы им показать, как охотиться. Дело в том, что
У меня нету времени этим заниматься, у меня нету желания этим заниматься, но также я нормально отношусь, когда люди пытаются передать свой опыт новичкам. Хотя, если бы у меня спросили, я бы сказал, что сложного-то в этом ничего нету. Вы просто приходите на поле, занимаете господствующую высоту, чтобы максимально больше просматривать территорию. Сейчас я вам покажу. Многие, кто следят за моим каналом, наверное, уже прекрасно поняли, что это за точка. Это в Логойске, как я говорю, уже это Белый Лось, где я занял господствующую высоту, которая мне позволяет максимально просматривать вот эту территорию, также вот эту территорию и немного той. Конечно, когда светло, мы ходить не будем. Мы постоим, как я уже говорил, полушпендим семечек, вот, и понаблюдаем. Если же мы отстоим до темноты и никого не увидим, то мы начнем ходить по этой территории и попытаемся добыть нашего козлика. Поэтому вот такими вот нехитрыми манипуляциями, в принципе, если вы будете ими следовать, вы сможете увидеть козлика, а уже хватит вам опыта подойти или не хватит, это уже другой вопрос. Конечно, вы можете, когда начнется период гона, взять с собой манок, либо вот когда вы пойдете с человеком, который вас будет учить, взять манок для того, чтобы он вам объяснил, как манить и какой манок выбрать. Но скажу так, что среднестатистически это либо Буттала, либо Nordic Roy. Nordic Roy имеет чуть большую тональность, я имею в виду. Разные можно звуки издавать. Вот, но у вас как бы рот будет занят. А Буттала вы просто нажимаете, тем самым есть минимальный шанс, что вы сфальшивите. Поэтому тут уже на выбор каждого. Кто чем хочет, тем и занимается. Я как бы использую Nordic Roy. Также есть такой пост, недавно выложил Саня, вот, где он написал: давайте договоримся, что трофейных козлов сейчас не будем стрелять, оставим их на потом, для того, чтобы они дали хорошее потомство. Вот, но я не буду высказывать свое мнение, что это бред, и я думаю, Саня даже этим заниматься не будет. Он будет стрелять все подряд. Я это прекрасно знаю, прекрасно и понимаю. Но молодежь, которая верит в эти сказки, что надо оставить потомство, чтобы они там дали трофейное качество следующему поколению, вы для того, чтобы с вами не оспаривать это и не вести длинную беседу, можете почитать статью Дмитрия Богуша. Дмитрий это один из наиболее титулованных трофейных охотников Республики Беларусь. Вы почитайте его статью по этому поводу, и вам все станет ясно, что самое перспективное и самое благоприятное время для трофейной охоты — это с мая по июль. Вот. Потом вы уже, как говорится, будете из пальца высасывать эти трофеи. Вот, если найду, я дам обязательно ссылочку на эту статью. Вы почитайте, поделитесь, для того, чтобы молодые охотники не занимались фигней. Вот. И если вы хотите заниматься трофейной охотой, то если вам выпала возможность этот трофей добыть, то не раздумывая его добывайте. Это, наверное, самый стандартный комплект охотника на косулю. Это карабин. По поводу теплоприцела мы можем оспаривать этот выбор, но так как я не трофейщик, а теперешние технологии в теплоприцелах позволяют определить нам наличие рог, то для меня этого достаточно. Ежели вы действительно хотите стать трофейным охотником, то, конечно, вам надо покупать ИОП, либо цифровой прицел. По поводу цифровых прицелов покупать Pulsar C50, Digic, мое мнение, они уже настолько устарели, настолько не дают четкой картинки, хотя один мой знакомый трофейщик
до сих пор пользуется ультрой 355. Вот. Ну, он к ней привык, он как-то он к ней привык, он настолько с ней слился, что показывает действительно хорошие результаты. Хотя я в этом году сейчас закажу себе цифровой прицел OneLive. Это также вот этой вот конторы. Как я и говорил, здесь уже у нас стоит 50-я линза. Вот, я хочу взять цифровой прицел OneLive для того, чтобы сравнить его с Hikmicro. На данный момент в цифровиках лидирует Hikmicro, но цена в 1800 евро это уже слишком много для меня. Не потому, что он дорогой, либо он плохого качества, а потому, что те характеристики, которые он дает, мне для охоты не нужны. Сегодня мы сравним теплоприцел Arcon Arma с OneLive на 75-й линзе с увеличением 5. Вот, я похожу, посмотрю для того, чтобы вам дать некую информацию о сравнении двух этих прицелов. Ну что, постоял, кайфанул. Впервые в жизни я от охоты кайфанул. Полушпендил семечек. Хотел только что записать видео, мол, все, пойду гулять. Смотрю, козел вышел. Сейчас вам в теплик покажу. Игорян уже, позвонил ему. Он в Совейках сегодня охотится. Игорян уже 3 патрона выпустил по стоячему на 300 метров. И 1 патрон по бегущему. Мы посмеялись с ним. Но он говорит, а что, говорит, я, говорит, что с этой самой, с лиса, говорит, стрелял, закидывал за воротник. Говорит, сейчас тоже, говорит, попытался на 300 метров. Поговорили с ним, я говорю, Игорь, говорю, покуда ты в тир не съездишь, покуда ты контрольные точки не пробьешь, 200-300 метров, для того, чтобы знать, что, к примеру, там падение на 200 метров у тебя будет равняться там 18 сантиметров, на 300 метров будет равняться порядка 64-66 сантиметров. Это от патрона, от карабина зависит. Вот. Ой. Блядь, неужели он меня услышал? Только что хотел вам видео с козла снять. Не получилось. Да навряд ли он меня мог услышать. Тут 350 метров. Да, что-то я поторопился видео снимать. Ладно. Это охота. Нормально все. Сейчас найдем его. Не, все, вижу. Это он просто в тень зашел. Как я уже сказал ранее, сразу я снимаю на теплоприцел Arcon Arma. Расстояние до косули у нас порядка 380 метров, насколько я помню. Arcon был картинка в картинке, а Mars 1000 LRF, как вы видите, он снимает саму картинку, но я вижу, когда в него смотрю, как картинка в картинке. Поэтому, когда вы сейчас можете сравнивать, вам покажется, что Марс типа меньше приближает. На самом деле он действительно приближает в 2 раза. Это прям когда два теплика смотришь, реально заметно, насколько это увеличение работает. То есть, как я вам и говорил, что оптическое увеличение на копытных будет очень правильным выбором. Здесь я понимал, что данный козлик может пройти транзитом, в упор на него идти нельзя, поэтому, как я вам показывал, я сейчас покажу направление, мне надо спуститься к дереву и по этому крестику подняться туда выше, для того, чтобы потом, если козлик будет двигаться в этом же направлении, то я его смогу добыть.
Я быстренько побежал, забрался, как я уже показываю, на эту горочку, но когда я начал смотреть, это опять для сравнения, в Аркон, я думаю, блин, неужели там какая-то трава такая высокая? Почему? Ну, только чуть-чуть с козлика тянет. Ну, как бы видно. И после я уже понял. Ну, как после там? Ну, практически сразу, но во время охоты время очень быстро тянется, что козлик у нас лежал. Здесь у нас было расстояние, я замерял 160 метров, даже где-то будет у меня сейчас отбито дальномером. Вот, я четко понял, что это у нас трофейный козлик, и я решил его стрелять, когда он встанет. Тут у меня сейчас будет такой момент, что я выключу видео записывать для того, чтобы подождать, покуда козлик встанет. И в этот момент, когда я не записывал видео, получилось, что у меня зазвонил будильник. Вот. Телефон-то я отключаю, а будильник, естественно, даже на беззвучном режиме он сработал. Козлик поднялся, я начал его снимать, но этот будильник реально поддал такого сильного мандража, вот, что, как это сказать, уверенности при удержании в тот момент, когда делать выстрел, у меня не было. Потому что этот будильник как бы нарушил всю моральную составляющую. Вот. Но тут все уже, я понимал, что надо делать выстрел. Выстрел сделан, как вы видите, по большому счету кажется, что это все близко, но дело в том, что это все у нас идет на 10-кратном увеличении. То есть оптическое увеличение у нас составляет 5х, мы умножили на 2, и это у нас составляет х10. Но картинка получилась довольно-таки красивая. За нее надо лайк. Вы знаете, сегодня я очень доволен охотой. Я даже адреналин получил. Сразу козлик лежал. Вот. Я поснимал его лежачим. Не решился стрелять по лежачему. Вот, потому что хотелось, более красивую картинку. Расстояние 160 метров. Был сделан выстрел. Скажу честно, адреналин был полный трындец. Вот полный трындец, наверное, вот эта охота одна из последних охот, когда действительно я споймал этот мандраж, я споймал этот кураж, я споймал эту неуверенность. Вот. Видите, даже руки трясутся, класс. Вот. Давно не испытывал таких чувств. Действительно приятно, по-светлому. Вот. И из минусов я вам хочу сказать, что вот я вверх накинул и на одну майку. Сразу было жарко, а сейчас уже то ли адреналин, то ли эмоции, то ли действительно уже стало холодно. Кстати, и комары появились. Вот. Ну что, пойдем к козлику. Да, тут очень, конечно, в Логойске большие рельефы. Вот. Где-то сюда наш козлик подбежал. Вот кажется, трава, посмотрите, невысокая ж. Мы стоим реально на высоте, и козлика я не вижу, где он тут лежит. И когда мне говорят, что вот, стрельнуть это самое главное, ребят, нет. Самое главное это найти потом свою добычу. И это очень важно. Вот честно, иду, я даже не знаю, где искать. С учетом того, что я нахожусь наверху. Очень странно. Казалось, что он вообще пришел в упор.
А на самом деле даже непонятно, где наша добыча. Ну, вот сейчас этого козла будем искать неделю. Насколько я смог в теплик определить, козлик у нас, скорее всего, трофейный. Вообще не могу найти. Даже и приблизительно. Хотя же говорю, трава вообще низкая. Вон, видите, я вон с той горочки спустился. А в теплике было такое ощущение, что он подошел вообще вплотную. Ладно, покуда, ребят, отключусь, чтобы ваше время не задерживать. Итак, на все про все у меня ушло 30 минут. Какие я допустил ошибки? Все дело в том, после того, как вы сделали выстрел, вы держите прицел, вот как мы видели на нашем козлике, он подошел у нас, судя по видео, в упор. Но дело в том, что я-то привык стрелять с кратностью 2,4, и мне казалось, что он должен быть где-то рядом. После выстрела вы не должны, как я, хоп, начинает записывать видео. Это была моя фатальная ошибка. После того, как я записал видео, я потерял направление. И первые 20 минут я ходил на расстоянии, круг очесывал 80 метров. И мне казалось, он должен быть гораздо ближе. Но из-за рельефа получилось так, что он находился у меня на расстоянии в 104 метра. Это 104 больших шага, может быть даже чуть больше. Вот. Теплик совершенно не помогает. Даже я стоял наверху, вот сейчас я знаю, где наш козлик. Я сейчас зайду на самую высокую точку и покажу, попробую снять видосик. Вот. То есть, когда вы охотитесь, вы сначала найдите козлика, вот, а потом начинаете записывать свои видео и рассказывать, какой вы молодец, удалец, стреляете. После чего я вернулся назад. Думаю, ладно, Леша, сосредоточься. Вернулся назад, плюс-минус нашел свое место и хотел посмотреть в теплике, вот, расстояние, то есть, не расстояние, а направление. То есть вы пересматриваете видео в теплике, вот, определяетесь, к примеру, на дальнюю, сейчас покажу. То есть вы пересматриваете видео в теплике, я показываю на телефоне, и понимаете, что он, к примеру, был вот в этом направлении. После чего, пересмотрев видео, вы начинаете идти в этом направлении. То есть это вам помогает хотя бы понять направление. То есть вам найти будет гораздо проще. Вот. Но так как в данном теплоприцеле One Leaf Mars 1000 LRF нету функции воспроизведения видео, то я начал обдумывать, и у меня проскочила мысль о том, что надо, как это сказать, прикинуть, что если у меня было на увеличении, то есть это было 5-кратное увеличение, и то, что козлик казался очень близко, на самом деле это очень далеко. Вот, смотрите, я поднялся на самую высокую точку, я не знаю, тут, наверное, метров 10 выше, чем та ложбина, где он упал. Сейчас попробую вам снять на теплик. Ну вот, когда мы подходим близко, мы нашего козлика видим. Как вы видите, трава, она немного выше, чем щиколотка. Но козлик
когда падает, он становится ниже травы. Ну что, козлик у нас трофейный. Как вы видите, отростки очень большие. Если честно, я не разбираюсь в трофейных качествах, но розетки здесь узкие, хотя роги очень высокие, относительно уха очень высокие. Вот такой вот красавец у нас. Ну, супер. Меня с полем. Очень рад, что охота состоялась и эмоции были получены.